Приветствую вас на моем канале. Во второй части видео «Как делать шлем Столоса». Также сегодня я покажу, как сделать его воротник с мехом и перьями. В первой части я уже перечислял, что нам понадобится для создания шлема. В этом списке я перечислил все необходимые материалы для создания воротника. Я уже окрасил корону и пуговицы, которые вы можете приобрести уже готовые, золотого цвета. Я выбрал такие пуговицы с красивым узором, которые посчитал подходящими для персонажа Столоса. Вот так выглядит корона, и сейчас мы начнем клеить ее на шляпу в центр. Обратите внимание, что я клею с расстоянием от начала шляпы, так как моя шляпа определенной длины, я оставил место для маски внизу, чтобы та не полностью закрывала корону. Регулировать длину вы можете сами, все зависит от высоты, которую вы выбрали, неважно, выше она у вас или ниже. Сперва приложите маску к низу шляпы и определите, где вы хотите расположить корону. После того, как я приклеил корону, я дополнил низ черными волосами. Можете использовать мех, разницы нет. Главное, чтобы он был черного цвета в этом месте. Теперь приступаем к созданию глазниц для маски. Я буду использовать материал Ева толщиной 3 мм. Покрываю ее краской, акриловой красной, несколько слоев, так как она впитывает первые 2 слоя. Затем покрываю ее прозрачным лаком для ногтей и приклеиваю глазницы к маске с помощью силиконового клея. Вот такая получилась маска с ярко-красными демоническими глазами. Теперь нужно приклеить париковые волосы во внутреннюю часть маски. Я буду делать это точно таким же способом, как клеил поверхностную часть. Так как я использую только подручные материалы, я очень ограничен в выборе. Перед созданием подобных вещей подготовьтесь как следует. Приобретите более удобные инструменты, которые помогут вам не только в процессе создания качественного крафта, но и не будут создавать трудности, как мне. Коротко говоря, снарядитесь самыми лучшими инструментами и канцелярскими принадлежностями. Так, обклеивание волосков завершено, осталось лишь приклеить маску к головному убору. Далее переходим к созданию мехового воротника жилета. Чтобы вырезать нужную форму, сперва вырежьте такую форму. Как вы видите, там есть проем для шеи, а те длинные части будут спадать вперед. Со спины от плеч у меня длина будет составлять 30 см, ширину 40 см. Для создания воротника с перьями я беру такую картонную коробку. Она послужит каркасом. Измеряю по этому проему для шеи длину и ширину воротника. Ширина будет определена по проему шеи в вашем жилете, а высоту уже определите сами. Только не переборщите, чтобы воротник не был выше шляпы. У меня получилось 44 на 20. Заворачиваем нашу картонку для воротника в трубочку. Затем разворачиваем. У меня она получилась такая, немного мятая, но уверен, что вы можете постараться сделать лучше. Затем верхнюю часть подгибаем назад примерно на 3-4 см. Разрежьте воротник на 3 части. У меня какая-то получилась меньше, какая-то больше. Постарайтесь вырезать стороны одинаково. Теперь нужно приклеить получившуюся формочку из картона на меховую жилетку. Вот нечто такое у вас должно получиться.
теперь вырежьте по форме фрагмент из меха для этого пространства. Сшейте или приклейте. В моем случае было приклеено, так как машинка мне не была доступна. Вот так она сидит на мне. Можете подкорректировать, если будет необходимость. Сейчас я приступаю к окрашиванию. Так как она у меня не совсем белая, а светло-бежевая, мне пришлось окрашивать ее белым акрилом. Советую купить уже белый готовый мех, чтобы не пришлось тратить время и ресурсы на окрашивание. Такую жилетку я приобрел в секонд-хенде всего лишь за $7. Для создания нагрудного воротника я использую тот же мех. Вот такую форму я ему придал. Отмерьте область своей груди, которую будет покрывать этот воротник, и вырежьте полутреугольник. Приступаю к окрашиванию. Опять же, вы можете приобрести уже готовый мех нужного светло-серого оттенка. Воротник у меня будет держаться на эластичной ленте. Изначально я хотел использовать булавку, но решил все же завязать его с помощью вот такой эластичной веревки. Возвращаемся к воротнику на жилетке. Вырежьте мех, чтобы обклеить его внешнюю и внутреннюю часть. Только не клейте до краев, так как это место мы оставляем для перьев. Я оставил больше места, чем было нужно. Вы можете покрыть чуть больше части, чем я. Покрываю мех белой акриловой краской. Оставляю его сохнуть. А пока я распределил имеющиеся у меня перья по размеру, заказывал я их с Алиэкспресса. 100 штук мне обошлось всего лишь за $1.56. После того, как мех обсох, я приступаю к обклеиванию перьев. Советую по возможности перед приклеиванием перьев покрыть картон белой краской. Итак, большие перья клеим кончиками к самому краю и убедитесь, чтобы они были изогнуты в правильном направлении. Перья должны быть наклонены в сторону спины. Здесь неправильно вставленный видеофрагмент, где показано, как должна выглядеть жилетка после приклеивания всех фрагментов меха. А вот так выглядит готовый обклеенный перьями воротник. Советую заказать не 100, а 200 или 300 перьев, так как в процессе я выяснил, что 100 оказалось недостаточно. Некоторые перья я приклеил на спину. Вот так жилетка воротника выглядит со стороны. Теперь с помощью черной акриловой краски и кисти буду ставить черные пятнышки. Вот такое заглядение получилось. Могло получиться гораздо лучше, будь у меня более подходящий материал, но и так неплохо. Надеюсь, видеоурок был полезен вам. Всем хорошего настроения и дня. Пожми мне руку, как 100 персонаж. О.